Привет, с вами Алена. Ну что, погнали, у нас новогоднее видео, и ко мне вернулась моя клиентка, которая ходит ко мне уже целую кучу времени, но, к сожалению, у меня не получается брать ее сейчас прям часто на маникюры, но новогоднее она у меня выпросила. Поэтому мы снимаем грустную однотонку и будем делать супер яркий, блестящий, самый, наверное, новогодний из всех новогодних дизайнов дизайн. В общем, у нас концепция такая, что мы сейчас все это снимем, все уберем. Для снятия я использую твердосплавную фрезу, в этот раз взяла елочку. Убираем ногти в ноль и будем выполнять наращивание. Сделаем те самые американские ногти. Это быстрый экспресс-вариант наращивания, когда не нужно сильно заморачиваться с подготовкой ногтя. Стандартно, как под гель-лак подготовили, нанесли праймер, тонкий слой базы, все просушили и займемся установкой этих самых гелевых типс. Тут главное попасть по размеру, но к этому быстро привыкаешь, легко учишься и потом никаких проблем. Тут у меня специальная жидкость, которая слегка подрастворяет типсинку, и дальше наносим обычную базу. Аккуратно устанавливаем типс, излишки кисточкой я приноровилась убирать вот таким образом, фиксируем низ, потом вверх. Для этого нам обязательно понадобится лампа-малышка. Кто-то пользуется фонариками, у меня вот такая в форме мышки. Ну а дальше перейдем к дизайну. Но только дизайн не простой, а дизайн у нас будет изнутри. Так как мы растягивали базу внутри ногтей, у нас там осталась липкость. Я не хочу ее обезжирить, потому что все равно будет недостаточно блестящий, матовый, поэтому перекрываем топом. И мы подумали, а почему бы не сделать топ с поталью. Вот такой красивый вариант у нас получился. Уже весело, но это, естественно, не все, и это только начало. Кстати, случаются микрозатеки, это действительно так, но они легко убираются маленькой твердосплавной фрезой. Дальше берем любимые кусачки, ножницы или чем вы там обычно режете, и дорабатываем маленькие махрушечки, потому что как бы чисто ты не срезал, если поработал еще фрезой, то по-любому придется подрезать. Тут у нас база, я выбрала камуфлирующую, и концепция нашего маникюра заключается в том, что одна рука золотая, а другая серебряная. Я не знаю, насколько передает видео, но на одном мизинце у нас база с серебряными блесточками, а на другом с золотыми. Следующий палец мы решили сделать блестящим и искрящимся, как брызги шампанского. Туда наносим блесточки, это жидкая фольга, сушим и будем сверху еще дополнительно устанавливать блестки. Жидкую фольгу я наношу в 2 тонких слоя. Зависит от бренда производителя, кто-то наносит в один с выравниванием, но я прям тоненько-тоненько. И для этого, конечно, используем кисть для геля. Следующий палец у нас будет с френчем, но не с простым, а с арт-вариантом. Поэтому для начала немного тонируем это камуфлирующей базой, вот такого приятного бежевого оттенка, она достаточно жидкая и быстро выравнивается. Дальше берем белый цвет и кисточку страйпер, она же волосок, в общем тоненькую синтетическую, чтобы удобно было рисовать. Так как ногти у нас острые, френч у нас будет тоже немного нестандартный. Я рисую сначала одну половинку, сушу, а вторую сторону как бы немножко с запахом получается или внахлёст я прорисовываю блесточками. Да, блестками рисовать сложнее, но на один пальчик, в принципе, недолго. И оно того точно стоило, потому что выглядит это обалдеть как круто. Продолжаем в том же режиме, золото, серебро чередуем. Мизинцы все-таки решили доработать по талию, потому что поняли, что что-то маловато блестит, хочется немножко еще. И я знаю, что сейчас многие подумают и скажут, ой, ну наляпали там, просто вот все собрали. Да, наляпали и собрали все. Вообще-то у нас Новый год, и хочется праздника, и на ногтях в том числе, поэтому хозяин-барин, имеем полное право. Главное, чтобы клиенту нравилось, а я люблю дизайн. Это вообще, честно говоря, одна из моих прям вот любимых клиенток, которая постоянно неугомонная, ей нужно все, она отжимает из меня все соки, я делаю ей маникюры там, не знаю, по 4 часа, но всегда мы все очень довольны, потому что я кайфую с дизайнов, а она кайфует от маникюра. В общем, нам с ней прям реально по пути, и очень жаль, что сейчас меньше времени на работу с любимыми клиентами. Как и обещала, дорабатываем безымянные пальчики сухими блесточками, аккуратно наношу их на липкий слой, прихлопываю пальчиком, лишнее просто стряхиваю кистью, и у нас получается супер искрящийся безымянный палец. Дальше мы поняли, что на среднем пальце нам просто чего-то там не хватает, одного френча, знаете ли, мало будет, поэтому берем базу и
замешиваем такие не блестящие блестки, такие хлопушки. Я знаю, что есть такие гели, но у меня его под рукой не оказалось, а вот эти хлопушки были, поэтому я быстренько приготовила его сама. Дальше в стандартном режиме перекрываем топом, все промазываем, выравниваем, если нужно. И уже 3 пальца у нас готовы на каждой руке, итого осталось всего 4 на 2. Тут мы, конечно, долго думали и мучились, прям были идеи со светоотражающими гель-лаками, но в итоге все пошло, как всегда, не так. Мы на месте исхода передумали. А пока давайте отвлечемся на мой любимый способ нанесения цветных гель-лаков. Я промазываю немножко испачканной кисточкой, скошенной, плоской, синтетической, создаю вот такой контур, и потом все очень легко становится. И гель-лак, если плотный, хороший, то в принципе укладывается в один слой, как и у меня. В общем, 4 пальца белым выкрашены, и дальше мы переходим к дизайну. Мы будем использовать матовый топ, наносим его тонким слоем, и это нужно только для дизайна, дальше будет перекрытие глянцем. Но для того, чтобы у нас все правильно получилось, нам нужна матовая поверхность. Я рисую звездочки прозрачным гелем, который купила на выставке Интершарм. И сначала я на него плевалась, а потом поняла, прикольная штука. Это клей-гель для фольги. Единственное, что рисуешь как бы немножко вслепую, но зато потом фольга вот так классно отпечатывается, и такой эффект очень чистого литья. То есть, если, например, делаешь это на черную гель-краску, как мы с вами все привыкли, она немножко просвечивает. А тут на прозрачную основу практически 100% все отпечатывается, там за каким-то минимальным исключением, грубо говоря, на 95%, 5% не в счет, и эффект получается крутой. А дальше нам останется просто перекрыть топом. На больших пальцах у нас как раз были планы на светоотражающий гель-лак, но так как не нашлось нужного оттенка золотого, мы в срочном порядке передумали и решили тоже сделать сюда литье, но уже не звездочки, а вот такие забавные узоры, я не знаю, что-то типа ленточки. В общем, этот рисунок был импровизированный, фантазийный, поэтому я не знаю, как его назвать. Потом мы сидели, думали, стоит ли добавлять, и, естественно, на тормоза никто не нажал, поэтому мы дорисовали еще немножечко. И вообще, в нашем случае блеска много не бывает. Нам можно. Мы давно не виделись, соскучились и хотели оторваться просто по полной. И пока я заканчиваю перекрывать топом, и мы будем сейчас любоваться итоговым результатом, я хочу сказать, что классно все равно, что у меня хоть немного, но клиентов осталось, и я просто балдею с красивых маникюров. Я смотрела, как она уходила, и мы вспоминали тот мем с гориллой, которая крутится и смотрит на свою руку. Я не знаю, как он называется, но, в общем, я думаю, что вы все поняли. Она говорит, я буду сегодня ходить точно так же, как та горилла, потому что я довольная, новогоднее настроение у меня уже есть, и все просто круто. И да, кстати, не забываем масло, не забываем крем, уход в холодное время года очень важен. А я потихонечку закругляюсь. Всем, кто посмотрел, большое спасибо. С вас лайк и комментарий. С вами была Алена. Пока-пока, до новых встреч. И не забывайте, берегите себя и свои ногти.